Приветики, ребятки, вы на канале Кейтис Геймсис. Сегодня мы с вами начинаем проходить новую игру, которая называется Лоретта. Это психологический триллер, где каждое наше действие влияет на сюжет. Я очень люблю такие игры. Также действие игры происходит в 40-х годах. Там что-то про измену, что-то про женщину, которой мы должны помочь справиться с изменой мужа, и, видимо, она его убьет еще. Ну, это прям написано. Держите пробел, если поняли, держу. Вот, мы выбираем. Ну, тут я уже прочитала, цветной режим это для первого прохождения, подсказки есть, но арный режим рекомендуется для тех, кто уже играл. Некоторые подсказки исчезают, пазлы становятся сложнее. Но мы с тобой выберем обычный цветной, я как бы и не хочу в черно-белом играть. Это как-то странно. Вот. Цветной намного интереснее. Действие игры разворачивается в Соединенных Штатах Америки в 1947 году. Для отражения действительности того времени Лоретта содержит темы, которые некоторые люди могут найти для себя неприемлемыми. Герои в силу характера, возраста и социального положения используют различную, в том числе обсценную лексику. Произносят слова и фразы, не всегда соответствующие нормам и правилам языка. Все события и персонажи игры выдуманы, любые совпадения случайны. Играйте ответственно, принимайте решения взвешенно. Ну, что я и говорила, принимайте решения взвешенно. Каждое наше действие влияет на сюжет. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к одиночеству, и шепот этот зачаровал и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота. Джозеф Конрад, «Сердце тьмы». Как я идеально прочитала. Dungeon Entertainment. Dungeon представляет. Давай. Мне только не нравится, что мышка немного запоздала. 1947 год. О, мне часы говорят, пройдитесь, не пройдусь. Не пройдусь. Кто в теке, чтобы накомандовать? Вау. Зачем мне пропускать? Не предлагай мне пропускать, только зашла. Я только зашла. У меня есть рука. А шея. Я как абориген. И черепочки тут еще. Ну завтра на стриме ты... Ой, сегодня на стриме уже ты можешь увидеть. В полной мере. Машинка куда-то едет. А это заставка? Или это просто так? Куда музычка-то пропала? Куда музычка-то пропала? Ну ладно, давай переткну. Может быть, она выпала? Нет? Нет? Музыка пропала. Музыка закончилась. На остальное авторских прав они не купили. Меня зовут Лоретта Лухарис. Друзья зовут меня Лора. Мне 38, и я родилась в маленьком южном городке, о котором вы и не слышали. Но едва мне исполнилось 16, сбежала на восточное побережье. Я орнитолог без работы и не очень хорошая домохозяйка. Несколько месяцев назад мы с мужем переехали на ферму, в дом его родителей. Жизнь здесь не то чтобы простая, хотя мы кое-как справлялись. Но 2 недели назад Уолтер бесследно пропал. Вау. Так он сам пропал. Хорошо. Ну, сам так сам. Значит, мы не виноваты, все, можно выходить. Значит, мы никого не убивали. Можно ни в чем не помогать и выходить. Черный экран. Все. Мисс Харрис Чемберс. Мисс Харрис. Меня зовут Фрэнк Чемберс. А где реально звуки-то? Почему нет звуков? Может, у меня просто с наушниками что-то? Просто если с наушниками, это будет очень печально. Что ты не будешь слышать. Это самое главное. У тебя идет запись потока именно из моих наушников. Ну ладно, хорошо, давай. Я отлично читаю, а ты будешь слушать только меня. Меня зовут Фрэнк Чемберс. Я разыскиваю вашего мужа. Вы из полиции? Я уже говорила с шерифом. Мне нечего добавить. Нет, мэм. Я веду частное расследование. Люди в Нью-Йорке, важные люди, очень хотят встретиться с Уолтером. Ну пусть встают в очередь. О каких важных людях вы говорите? Как ваша фамилия, вы сказали? Тьфу ты, вариант, что ли, на выбор? Ну, я бы саркастически сказала, если честно. Ну пусть встают в очередь. Ну, давайте, ладно, она типа переживает, ее муж пропал. О каких важных людях вы говорите? Которым Уолтер должен денег. Разрешите войти? Нет. Что, ты разрешила, что ли? Ну ладно.
А я не хотела бы. Чемберс вытирает шею платком. У вас очень милый дом, мэм. Прекратите. Даже я терпеть не могу это место. Это дом Уолтера и его родителей. А вы ведь не отсюда? И не из Нью-Йорка, тем более. Не испытывайте мое гостеприимство. Простите, не хотел вас обидеть. Мне платят, чтобы я задавал вопросы. Моя единственная забота — Харрис. В сущности, я должен знать, жив ли он. Или мертв. Ну, когда-нибудь ты об этом узнаешь. Эй, Ди. Ага, вау. Такая рисовка странная. Часы. Ха, шляпа. Фото. Ваза. Торшер. Не торшер, вернее. Картина. Телефон. Тумбочка. Человек. Лось. Голова лося. А куда мы идем-то? Мэм? Да. А как давно уехал Уолтер? 2 недели назад. Кто вас нанял? Выпейте чего-нибудь? 2 недели назад? Дней 14-15 назад. Выпейте что-нибудь. Боялся, вы уже не предложите. Кухня там. Где? Ты мне хоть расскажи, где. А почему музыки-то нет? Подожди. Может, она... Нет, не хочу. Я хотела настройки. Ну ладно, может, это какая-то типа кат-сцена? Ну ладно, давай подождем. А где кухня-то? На входе или нет? Нет, не на входе. Нельзя оставлять Чемберса. Нельзя, конечно, я же его с собой зову. Ты же сама ему сказала. О, топор. Бери топор. Ты же ему сама сказала, кухня там. Ну, пойдем на кухню. Ну, она логично, она на 1-м этаже. Должна быть, по идее. Может быть, конечно, и на 2-м. О, телефон зазвонил. Не ответите? Отвечу, куда деваться-то? О, мышка. Мышка такая тусит. Типа, тыкни. Ответим. Алло? Алло? Могу я поговорить с мистером Харрисом? Кто говорит, он не может подойти и бросить трубку. Кто говорит? С кем я разговариваю? Это Патрик Фитджеральд. Оказывается, это мужчина. Издательство Atlantic Press. Будьте добры. Позовите мистера Харриса к телефону. Это очень важно. Мистер Харрис не может подойти. Его нет. А когда он будет? Мисс. Это касается его романа. Мы не получили 2-ю часть. Контракты уже готовы, но... Мисс, вы бы не могли И все, она сбросила, да? Бросили трубку. Бывает. Ага. Да, бросили трубку, именно. А если сейчас 2-й раз позвонят? Боюсь, кроме лимонада мне нечего предложить. Сойдет. Просто вода, мэм. В горле пересохло. Из-за дороги. Мы не можем ходить, когда отрава. О, ни хрена себе. Мы, короче... У вас здесь приятно пахнет миндалем. Каталог. Стакан. Что хотела сказать? Я что-то хотела сказать. Анна не может ходить? Нет, я сказала о том, что она не может ходить. Что, серп. Серп и молот. Кстати, прикольно, почему-то был серп нарисован с клавиатурой. Это было интересно. Радио. Тут явно есть музыка, явно у меня что-то полетело. Явно что-то не так. Ну ладно, знай, что в этот раз уже не я. Знай, что в этот раз уже виновата не я. То есть в чем-то проблема, но не во мне. Простите. Ты включила музыку? Ну не надо извиняться. Скажите, мэм, а ваш супруг, может, он оставил записку или письмо? Нет. По крайней мере, я ничего не находила. Как и люди шерифа. Вот раковина. Оказывается, вот она. Ну давай, водички так водички. Эта влажность меня убивает. Обтирает лицо платочком. Не помню такого с весны 39-го. А что это за музыка? Это в поле. Фермеры. Уолтер сдает им землю в аренду. Включают, чтобы было не скучно, видимо. Взгляд Чемберса скользит по бедрам Лоры. Лора решает этого не замечать.
Ты охренел? И у меня там вон отрава есть, что есть. Че, отраву использовать? Не будем, ты чё? Он же детектив, ты чё? Долбанулась. На водичку. Досадно, что такая женщина, как вы, прозябает в этой дыре. Ваша вода. Вы очень любезны. Спасибо. Пожалуйста, иди в задницу. Прозябаю, где хочу. Вытирать рукавом губы. И много у вас земли? 60 акров. Присвистывает. Не обольщайтесь, она давно в залоге. Я взгляну на двор. Как угодно. Ну, пошли. Что за... Это трубы. Черт. Мы недавно провели водопровод. И теперь иногда, простите, мне придется спуститься в подвал. Может, вам помочь? Нет, не надо. Тем более, вам же хочется осмотреться. Я же знаю. А в чем проблема? Где музыка? А было сохранение? Ну ладно, давай мы с тобой подождем момента, когда... Вот это подвал, да, явно? В подвале сыро и темно. Даже слишком. Пахнет плесенью. У Чемберса изо рта пахнет примерно так же. Фу! Лора с трудом находит водопроводные трубы. С виду все в порядке, но от них исходит нездоровое гудение. Присмотреться. А ты куда в темноту присматриваешься? В одной из труб что-то застряло. Сложно понять, что именно. Попробовать вытащить, вернуться к Чемберсу. Попробуй вытащить. Лора протягивает руку, нечто мокрое, волосатое касается пальцев. Лора хватает и тянет на себя. Крыса дохлая, фу. Дохлая крыса. Могло быть и хуже. Гудение прекратилось. Пока что. То есть она его напоила водой из мертвой крысы, да? Похоже, Чемберс вышел во двор. То есть он пил воду с мертвой крысы, да? Фу, невкусно. Фу, противно. Ты прикинь, да? То есть мы могли подсыпать отраву. Мы могли ему вообще вполне себе подсыпать отраву. Прикол. Ага, вот сюда просто? Да, просто вот так идти. Ладно. Ну, я бы этого не сделала. Это максимально глупо. Его же наняли. Его будут искать, блин. Ну, это глупо. Скажите, мисс Харрис. Как думаете, где ваш муж сейчас? Может, есть хотя бы идеи? Никаких. Он в колодце. Ага, ты его туда скинешь. Нет. Нет, нету. Нет. Я не знаю, где Уолтер. И, честно говоря, не хочу знать. Что ж, могу понять. Уолтер был странным человеком. Был? Я имею в виду оставить роскошную женщину, дом, броситься в бега. Мог только полный идиот. Что ж, мэм, спасибо, что уделили время. Жаль, что вы проделали такой путь. Но я правда не знаю, чем вам помочь. Ничего страшного, мне за это платят. Спасибо за воду. И простите за беспокойство. А он реально в колодце? А где сохранение? Это что такое? Все? А чё? Она стоит. Меня зовут Лоретта Лухарис. Но друзья зовут меня Лора. Я безработная домохозяйка. Застрявшая в дыре. Где нет ничего. Кроме солнца и сраной пшеницы. 2 недели назад мой муж от меня сбежал. Я убила своего мужа. Так ты все-таки, падла, убила его? Бедолаг. В колодце, он реально в колодце. Хорошо, что я этого не ляпнула. Я приколдеснула. Ляпнуть такое, прикинь, да? Что это? Что это? Я вообще не поняла. Думаю, я что-то стираю. Ага. Понятно. Ладно. Ну все. Да ты куда? Да, не так вообще-то. Так, да, это вот эта сторона. А вот это вот так. Нет, не так, вот так. Вот так. Вот так. Правильно. Ворона.
А мне интересно, тут есть сохранение? Не рассчитывая на оправдание, я все же думаю, стоит рассказать историю с самого начала. Не для того, чтобы меня простили господа присяжные, что в принципе невозможно, но чтобы скучающий ум, читающий эти слова, хотя бы попробовал меня понять. Наши с Уолтером отношения дали трещину задолго до его смерти. Ей задолго до переезда на эту чертову ферму. Хорошо. Ларет такая красивая. Поначалу мне даже нравилась идея променять шумный город на тишину деревенской жизни. Самообман, конечно. В жизни женщины не так много выборов. Повернешь пару раз не туда, и вот ты уже человек второго сорта. Мне же стало казаться, что все мои выборы оказались неправильны. Ага. А давай-ка я нажму Y. Давай-ка я нажму Y и посмотрим, мы куда с тобой выйдем. Потому что, если честно, я хочу посмотреть, что со звуком. Почему, куда он делся. То есть это проблема у меня в компе или что? Настройки. Ну, звук есть. Звук есть. Продолжить. Серьезно, мы вот это все сначала? Нет, я протыкаю. Можно протыкать, отлично. Отлично, можно протыкать. И тебя мы протыкаем, давай. Мы оказались там, где мы стали ходить. Я потом посмотрю, есть ли в этой игре звук. Может быть, все-таки что-то у меня случилось. Может, надо просто перезайти, кто знает. Она просто стоит. Все, она идет. Что за наводнение? Подожди, в колодце еще никого нет. Я хотела посмотреть, сказать, давай колодец посмотрим, вдруг там кто-нибудь есть. А там никого нет. Прищепка, металлическое колечко в середине проржавело. Очень важная информация. Надо что-то прицепить? Ну, вроде нет. Колодец. Старый колодец. Не знаю почему, но у меня от него мурашки. Мы им не пользуемся. Тут по вещах можно узнавать. Вот это прикольно. Вот это прикольно, конечно. Вот это, конечно, классно. Ну, пошли. Заходим. Привычно поскрипывала сломанная ступенька, гвозди торчали в ожидании момента. Когда смогут наконец воткнуться мне в ногу? Я просила Уолтера починить, но тщетно. Уолтер не был плохим человеком, он редко напивался. А если и напивался, то никогда не был злым. За нашу совместную жизнь он всего раз поднял на меня руку. Да и то сожалел потом горько. Но все в нем. И думаю, чувства эти были взаимны. Стало меня раздражать. Раздражение, перерастающее в испепеляющую ненависть, усилилось с переездом. Меня бесил его невыносимый храп. Дурацкая привычка выплевывать застрявшую в зубах еду. Но больше всего меня раздражало, что от него всегда несло луком. Всегда. Мерзкий маслянистый запах, от которого прованивались вещи и мебель. Что странно, ведь я не держала дома лук. Вот это он, падла. Птица? Птица. Он тебе, падла, изменял где-то. Он тебе явно где-то жрал этот лук. Спугнуть, конечно, нахрен мне дом птиц. А ну кыш! Зачем мне дом птиц? Ты куда полетела? Выход-то в другой стороне. Выход направо, а не налево. Черт! Уолтер! К нам птица залетела! Уолтер! Можно подумать, он услышал. Понятно. Вымыть посуду. Ну, вымой. Грязная посуда в этом доме никогда не кончится. Она нигде не кончается. Вот в наше время есть посудомойка. Там она кончается ненадолго. Ай! Палец порезала. Нужна аптечка. А радио? А где аптечка? Вот это аптечка? Нет, это не аптечка. Календарь. Я календарь переверну. Что, все? Порезала и все, больше ничего? Ну, пойдем за птицей тогда. Бегать она не умеет, что как бы логично, да? Но было бы очень удобно, если бы она шла быстро. Вау, это что такое? С Уолтером мы познакомились в канун 1929 года. Он был немного старше меня. Красавчик, что говорить. Работал корреспондентом в газете. Боюсь, что уже не вспомню название. Да и нет ее, наверное, уже. Ладно. В 1930-м мама умерла.
В 1931 мы с Уолтером поженились, а уже в 1933 я забеременела. Внематочная беременность. О, бедолага, и выкидыш следом. Я потеряла дитя прежде, чем успела осознать материнство. Но это хорошо, тебе повезло. Ну вот куда она залетела? А, не надо было посуду мыть, да? Чтобы узнать, куда она залетела. Ну ладно, что, давай мы с тобой в следующей серии посмотрим, куда она залетела, да? А на сегодня мы с тобой закончим. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай своим друзьям, вдруг оно им тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!